soy el tipo que tú prefieres. Mami me dice que soy el tipo que tú prefieres. Mami me dice que soy el tipo que tú prefieres. Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы еще не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, я еду на рыбалку. У меня есть вот такой вот волшебный пульт, которым я сейчас открою ворота и проеду на то место, где буду рыбачить. Я буду рыбачить на платном водоеме и буду ловить на нем карпа. Я надеюсь, что это будет незабываемый выходной. Я на это очень рассчитываю. Вау! Я нажал на эту волшебную кнопку, и ворота открываются. Платная рыбалка, аренда лодок, снастей, беседок, мест для отдыха, номера телефона. На въезде встречают вот такие вывески. Вот это вот место, наверное, где происходят какие-то награждения, может быть, на соревнованиях. А, это парковка для клиентов написано. Я думала, это пьедестал. Рыбалка, вывеска. Оп. И вот такое вот озеро. Его план. Наш сектор 18. Нам нужно в левую часть озера. Вот сюда. Мы же, в свою очередь, сейчас находимся вот здесь. Сектор, который мы забронировали, 18 номер. Смотрите, на секторе есть мангал, кострище, он обозначен. Есть понтон, есть столик. Вон, типа, наверное, кто-то из людей сделал, как это называется, умывальничек. Есть деревья, значит, если хочешь, можешь спрятаться в тенек, если не хочешь, можешь не прятаться. Травка стрижена. Назад! Назад! Смотрим. Опа. Сегодня, когда мы прибыли на водоем, здесь проходят какие-то соревнования любительские между собойчик, поэтому на водоеме довольно-таки большая конкуренция. Все люди находятся возле КПП практически с противоположной стороны. Платник Удерка находится в Брестской области, недалеко от водохранилища Миничи. Расстояние до него где-то порядка 150 километров. Добиралась я сюда вместе с прицепом, наверное, на 2 часа, довольно-таки быстро. Мне кажется, если здесь много рыб и много тузиков, сюда можно ехать даже на один день. Почему нет? Если сейчас мы посмотрим, какая плотность, посмотрим, как они клюют. Здесь вот сзади ребята стоят, какая-то карповая команда. Я подошла на всякий случай спросить, чтобы мы не перехлестнулись. Ну, мало ли, всякое в жизни бывает. Сказали, что вчера вообще ничего не клевало. То есть они уже здесь не первые сутки сидят. Вчера было холодно, да, мы ехали. Ночью были заморозки. Сказали, что сегодня что-то начало проклевываться. Поймали там какую-то рыбку на 4 килограмма. Говорит, небольшая. Ну, мне бы на 4 килограмма я бы уже была бы счастлива. Вот. Да поймаю я, да? Выкапывают вот так вот бух. И сюда уже можно поставить какую-то палатку, будет разместиться нормально. Вот, поэтому, потому что это очень важно при карповой ловле. Особенно если здесь организуют соревнования, не очень удобно размещаться прямо на дороге. Тем более, что, кстати, дорога есть вокруг всего водоема. Но вот тут вот оно еще такое, знаете, как грязючка такая. Ну ничего, ничего. Удобненько, когда все есть. Да, удилище сразу. Все стоит, все как надо. Сейчас будем
искать место ловли. Значит, 2 карповых уделки у меня Карпро, это которыми я обычно непосредственно ловлю. Второе это Майфайн или Майфин, которым я кормлюсь под спот, либо ловлю, если не ловится особо. Собака все время пытается прорваться к воде, вот, но ему нельзя, потому что у него сейчас период восстановления после операции. Вот, мы его и так вывозим с собой. Я считаю, этого достаточно. Не стоит ему сейчас ни купаться, ничего. Значит, вот это вот специальный пелец для флета. Я его в отдельную емкость насыпала и сейчас заправлю водичкой. В эту водичку я налью бисквита ароматизатора. Да, пахнет хорошо, ребята, бисквитиком. Немножко размешиваю. Почему я не добавляю сразу эту арому, этот сироп, прямо туда? Для того, чтобы все распределялось равномерно. И вот теперь в этот пелец я добавляю водичку. Ну и по глубине рельефа водоема, так как рыбалка у меня любительская абсолютно, можно прикинуть все при помощи диппера. Глубина 1,8, 2 метра. Вот бровочка какая-то пошла. Как раз интересная. И все, и холод сразу потерял связь. Обожаю диппер. Одну точку я нашла. Здесь довольно-таки интересный рельеф. Я не ожидала. Я думала, что как и на каждом платном водоеме здесь будет, ну, просто типа ровное дно. А тут получается вот такие вот штуки, вот такие вот перепады интересные. И далеко от берега, и близко от берега. Хорошо, что у меня есть холод. Сейчас я хочу забросить на выбранные точки, попробовать поймать активную рыбу. Делать я буду это при помощи флета. Вот здесь в качестве насадки ставлю поп-ап и тигровый орех. И сейчас мы посмотрим, как у нас будет это выглядеть в воде. Давайте посмотрим. Емкость моя. И оп. Ну, почти можно орешек даже чуть-чуть еще подрезать. Покрушила немного бойлов. Мелкая фракция получается. Ну, есть попадаются такие болики. Еще крупненькие. Ну, ничего, может какой-нибудь бигфиш и съест. Так. Гранул сюда.
белый амур. Это у вас хорошо клюет, да? Мне Нет, сказали. это у Сереги клюет в третьем секторе, на четвертом. Он там в этом году. Да. А до этого было и там хуже. Стоит уже 3 удилища. Одно на дистанции 23 оборота на колышках и 2 по 16. Причем одно я нашла благодаря эхолоту место, а второе благодаря маркеру. Не сильно кормилась, закормила только 2 точки. 2 удилища стоят флет, и одно стоит с кормушкой. На всех разные попапы, разные комбинации. Что-то с подсадкой кукурузы, что-то с подсадкой тигрового ореха. Ребят, буду кормить постепенно. По 5 кормушечек. Пытаться приводить рыбку. Она есть здесь, 100%. Будет ужин у меня на сковороде из диска бараны. Давненько уже ничего на ней не готово. Думаю, что самое время. Ну что, друзья и подруги, давайте покажу вам, как обустроила свою поляну. Сейчас вы ее можете увидеть на моем фоне. Значит, вот здесь вот стоит палатка-баня. Здесь понтон, на котором размещены мои снасти. Здесь столик, на котором размещены сумки, а также все карповые принадлежности. Здесь моя палатка для ночлега. Некоторые мелочи. Вот здесь прям разрешено оставлять автомобили на территории водоема, поэтому здесь припаркована машина и прицеп. Ну, красота, ребят. И вот здесь сейчас покажу. Готовится вкусный ужин. Давайте, забыла. Давайте возьмем лопатку и помешаем мясо с грибочками.
Картошечка. Сочное мясо. Первая рыба за сегодня. На поплавок, на кукурузу. На огромный крючок. Клюнула мелочь. Ну, может, я думаю, и карп подойти сейчас. Карп, амур. Оп, ее отпускаем, загадываем желание, чтобы там пришла еще какая-нибудь рыба, но крупней. Ну, к вечеру, к берегу на поплавок подошла плотва с красноперкой. У меня стоит вот такой вот огромный крючок, поэтому она только водит туда-сюда и все. И не засекается. Ну и не надо. Хотя не исключено, что на мелкий крючок даже карп бы взял быстрее. А если подойдет крупный, то он сойдет, он у него просто-напросто выпадет изо рта. Понимаете? Поэтому тут палка с двумя концами, так сказать. Какая красота. Почти стемнело, у меня все готово к ночной рыбалке. Немножко закормлено. Закормлено не только кормом, но и с помбами самими. Самими с помбами в прямом смысле слова. Две раскладушечки, печка греет, вообще здесь нереально тепло, почти как в бане. Поэтому всегда открыты двери, все проветривается. Офигенно, офигенно, никакие морозы и заморозки не страшные. Ни дождь, ничего. Не знаю, как все, но мы почти всю ночь спокойно проспали. Почти спокойно. Несколько раз было какое-то движение, но безрезультативное. Потом посередине ночи, где-то в 3 часа, я приняла решение пойти поставить вместо флетов скользящие монтажи, потому что, на мой взгляд, скорее всего, та рыба, которая клюнула на флет, она ударилась о его груз и выплюнула просто-напросто наживку изо рта. Вот. Поэтому я приняла решение поставить скользящий монтаж. Ничего. Ничего. Ну вот у ребята клюнуло. И девчата. Прям при нас пошел паровоз. Хороший. Ребят, только что я с дальней дистанции вот это вот удилище вытягивала. Видно, забагрила либо кого-то, либо щука догнала. Но что-то такое пипец здоровое. Оно сошло, естественно. Чуть-чуть поуходило и сошло. Судя по тому, что ни обреза, ничего не последовало, я сначала подумала, что это щука, а потом пришло предположение того, что, скорее всего, рыба где-то там стоит, и я ее багранула. А вот такие вот дела. Наконец-то, ребят, что-то взяла.
Ну что-то не крупное совсем. Сейчас посмотрим на флет с кукурузой. На кукурузу. Ну, не крупный, вон, видите, тузончик. Совсем не крупненький, но все равно. Опа, наконец-то. Наконец-то. О. На кукурузу, ребят. На кукурузку. И это моя, наверное, ребят, мой первый вообще в жизни карп вообще осознанный на флет. На флет я до этого никогда не ловила особо. На кукурузу, значит, и ночью тоже они пытались клевать. Сейчас попробуем достать. О, такой. Ну совсем тузон. Совсем. Да, не хрюкай. Не хрюкай, друган. По норме этого водоема 5 килограмм на путевку, поэтому этого карпа можем оставить. И если сейчас нечего будет вечером кушать, можно его съесть. Кстати, знаете, что я сделала? В этот раз я флет не зажала в кормушку, поводок, а я оставила его скользящим. Вот, пожалуйста, сработало. Ой, прям руки трясутся, слушайте. Первая поклевка. Первый паровозик. Мини-паровоз. Стопорок, вот тут вот резиновый, он есть на крючке у меня. Опускаю его пониже. И получается вот такая вот у меня наживка. Сладкая кукуруза. Набрызгала ее сюда, засыпала, засыпаку. Топтуха называют, вроде, если не ошибаюсь, эту штуку. Зажимаете и выдавливаете. Выдавила. Трохи поджала. Рассыпается все равно. Я, честно говоря, не знаю, как люди ловят на флет так, что оно ничего не рассыпается. Но у меня все время все рассыпается. Куда пошел? Нет, я сюда. Перед тем, как идти в баньку, перезабросилась. Сейчас, если буду выходить, наверное, тоже перезаброшусь. Но не сразу. Жарко, ребят, жарко. Чем выше на улице температура, тем жарче в бане. Очень жарко. Температура выше 80 градусов показывает. Обалдеть. Чтобы вы понимали, я не обманываю. То есть у меня пот выступает вот тут, вот даже на ногах, видите. О, внизу выступает пот. Soy el tipo que tú prefieres. No me dejes solo, mi amor. 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 A mí me dice que soy el tipo que tú prefieres. Sí, eso es. Mami me dice que soy el tipo que tú prefieres. Sí, tú me dices que soy el tipo. Mami me dice que soy el tipo que tú prefieres. Eso es. Mami me dice que soy el tipo que tú prefieres. Sí, sí, sí. Пока непонятно, ребят. Поставила я, короче, одну кукурузу. Новый крючок навязала. Забросила, наверное, может, минут 20 назад. Сейчас посмотрим. Поклевка была не паровозом.
чуть-чуть подтянула, отпустила, подтянула, отпустила. Вообще как будто наклевывалась. Главное, чтобы сейчас не сошло, натяжку не отдавать. Бо прошлый карп я ему губу не пробила. Хотя бы увидите, а небольшой карпик зеркальный. А тоже ничего, слава богу, хоть что-то, ребят. На одну куклу. Ну прекрасно. Хоть что-то. Хоть что-то. Сейчас. Ну совсем малыши. Видно новый запуск или что, я не знаю. Ну такой, грамм может 600 каких или пупсика. На одну кукурузинку, ребят. На одну кукурузинку. А, зеркалочка. Приехала за трофеем. И сидела, прям увидела поклевку, но поклевка не паровоз. Я думала, либо амур, либо карп. Получается, что карп. Бросать нужно подать всех, короче. Потому что там, где все, там не хочет клевать. А так получилось, что мы вот с парнями, с карпятниками ловим практически с одного места, втроем, считай. Хороший, походу. Паровоз такой был, да, нормально. И снова сработала одна кукурузка, ребят. Ну, наверное, может, трохи побольше, нет? Ну, давай хоть немножечко. На тузика не похоже. Наверное. Да, чуть-чуть покрупнее, ребятки. Хорошенький. Хороший. Давайте будет покрупнее. О, красавец, ребят. На самый, видите, за самый краешек губы взялся. Опа. Есть. Есть, ребятки. Хорошенький, смотрите какой. Опа. Ну, хорошенький какой. На 1,5 больше, чем эти маленькие малыши. Сейчас. О, красавец. Смотрите, на одну кукурузку. Кто научился вязать поводки? Красота! Смотрите, правильно связала. Прямо вот за нижнюю часть губы. Правда, не засекла его, прям не прокопала. О, господи, а что это такое? Я не поняла. Твою мать. Лунку отшиняем. Короче, на ту же дистанцию, что и я, начались кормиться карпятники. Все, и у меня сразу рыба пропала, прикиньте. Они просто-напросто забрали у меня рыбу. Я как бы могу кинуть еще правее, мне кажется, что они до туда не докинут. Я просто-напросто это и сделаю, тем более, что у меня конкурентов справа нет, уже все поуезжали, многие пособирались, потому что ничего такого крупного ни у кого не клюет. Пока сырничная пауза. Я налепила сырников. Трохи мало сахара, но нормально сойдет.
поклевка была такая, опустила леску. Рыба идет сюда, ребят, из-за ветра. Не знаю, ничего там особо не сопротивляется. Но, наверное, что-то есть. Опа! Еще один. Такой ветер. Я так и знала, что, ребят, начнет перемешивать. О, он даже спрыгнул, видите, расслабилась и сразу спрыгнул. Вот такой вот балюпач. Я так и знала, ребят, вода перемешивается. Дует ветер к нашему берегу. Это значит, рыба, которая была там, она сейчас волей-неволей поплывет сюда, потому что ее просто-напросто будет всем этим ветром выталкивать. Вода перемешается, все, мы будем со всеми на равных условиях, ребятки. Так что сейчас, может, еще что-нибудь поймаем. Даже оставляю те же самые 2 кукурузы, на которые клюнул предыдущий карп. Еще одна рыбка. Поклевка была не паровозом, значит опять что-то небольшое. Один налево, второй направо. Кто куда, как говорится. Давай, туда. Ну вот, еще один, ребят. На 2 кукурузы. Ну, да, не крупный, но все равно карпушка. Совсем малыш, посмотрите, совсем. Ну, норму нужно отбивать. О. Ребят, поклевка. Только вытянула, смотрите, свой спом, второй, который оборвала. Всего я оборвала 3. Один просто улетел. И вот сейчас только вот забросилась, буквально прошло, наверное, минуты 3, да? Ну ладно. Копилочку, так сказать, красавчик. О, такой. На 2 кукурузы. Ой, и сразу выпал, видите, изо рта крючок. Не засекла. Ну, нормально. О, вот такой вот малыш. Окей. Окей.
она не чищена, ребят. Черт. Чтобы покушать, придется почистить. Ну ничего страшного. Переживем. На 2 кукурузки, ребят. На 2 кукурузки. Ну-ка, это на новый монтаж. Да, с флэт-кормушкой. Новый монтаж сделала, потому что предыдущий оборвала. Новый крючок. Оп, и вот смотрите, 2 кукурузки просекся прям идеально. О, видите? Идеальнейшно. Все идеально навязано, значит, ребят. И вот такой вот красавчик очередной. Ну, грамм 500, мне кажется. 500-400 грамм. И засыпала я, ребятки, его кашкой простой. Как это получается? Вот сюда закладываешь, берешь. Это... Оп. Оп. И оп. И вот сюда. Делаешь вжик-вжик. Сейчас ловлю на том месте, где кормила я и кормили карпятники, считаю. Скорее всего, весь их корм пошел в мою сторону. Я даже не успела перезабросить третий. Ну, чуть, может, под килограммчик какой идет. Нормально, нормально. На 2 кукурузки, на 2. Ага. Тузончик. Оп. Ну, пока кроме тузиков ничего не попадается, ну, этот уже немножко поболее будет. Видите, на 2 кукурузки. Зашел крючок снова прям в губу. Насквозь просадил. На самом деле я его досекла. Теперь я просто их досекаю, потому что... Ну, на всякий случай. Опа. Вот такой. Вот такой хорошо. И во рту стопор у меня. Потому что надевала, вон кукуруза висит на соседнюю. Ну, хороший, ребят. Такого можно и поджарить. Было бы, если бы мы сегодня не уезжали. Вот так вот снова резко поменялась погода, снова появилось солнце, практически нету ветра относительно того, что было. Обалденно, ребят. Вот это я понимаю. То одно, то второе. Сейчас просто прекрасная погода, все утихло. И остается ждать крайнюю поклевку карпа. Я надеюсь, что клюнет. Ну почему нет? У меня целых 3 снасти. Там накормлено. Вкусная кукуруза стоит на волосах. Ням-ням-ням. Надо кушать карпа, правда? Вдоль береговой линии обильная камышовая растительность. Я уверена, что когда потеплеет, здесь будет круто ловить карпа на поплавок. Красивая поклевка была. Хороший паровозик. Ну, я думаю, что не такое крупное ничего. Трохи подсекаю вот так вот его. Досекаю, бляха, потому что не хочу, чтобы выпало изо рта. О! Ну-ка. Ну, то здесь мы. Ну, такая поклевка. Шо ты, а? Господи ты, боже мой. Такая поклевка у них. Как будто бы как взрослая кревета. Паровозами, а? Обалденно. Обалденнейшно. О. Еще один. И еще один. Вот такой красавец. Вечереет уже, да, потихонечку, пора домой выезжать. А у меня вот такие вот карпушки хорошенькие. Ну, собираю. У меня норма 7 килограмм. Ё-моё, что, думаете, я не заберу? Заберу, конечно, я человек простой. Оп. Оп. Видите, там даже какая-то то ли трава, то ли что. Ну, вот видите, ребят, там, где меньше всего наживка, лучше всего клюет.
Ловила я на 3 карповых снасти. Ну, вот это вот не совсем можно назвать карповой, но все же она работала и достала мне довольно-таки приличное количество рыб, относительно клёво. Сидит рыбка еще. Пошел на меня, ребята. Кто-то. Не, наверное, тузла. Трохи припустить. Кто там? Дай на тебя посмотреть. Получается ведро рыбы. Свою рыбу, которую я, можно так сказать, за которую я заплатила за путевку, 50 белорусских рублей я отдала за 1,5 суток. Свою норму я взяла. Все, но я не думала, конечно, что это получится, потому что пришлось выкручиваться. Первый день я вообще ничего не брала, я ловила исключительно на бойлы. Потом я поняла, что нужно что-то делать, нужно что-то решать. И первое, что я сделала, это сделала скользящие флэт-кормушки вместо тех, которые были такие прям зажимались крючки в них. И второе, что я сделала, это уменьшила длину волос. У меня больше всего поклевок было на флэт с одной кукурузкой. Если вы тоже любите рыбалку, если вы любите активный отдых, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Встретимся на новых водоемах. Пока!